Вечер четверга. Мы приехали в Леруа Мерлен закупаться, я не знаю, не стройматериалами, сантехникой, наверное. Да, Глеба, для ванны. Иди к папе. Мы будем делать ванный ремонт. Так резко получилось, потому что нам пришли выплаты большие, поэтому решили прямо сейчас пойти и купить все. Глеба занимаем телефоном, сейчас он сядет в тележку. Все. Глеба мы обезвредили, можно сказать, чтобы он сейчас не гундел, не ходил. Направляемся смотреть ванны. Машину собирать надо. Тут уголочки все, которые мы в прошлый раз смотрели. Ну, мы уже, в принципе, определились. Вон стоит то, что мы туда выбрали. Но решили начать сначала с ванной. Мне нравится этот вариант, потому что здесь есть такая вот заглушка, знаете. Не знаю, на чем мы сейчас остановимся. Это вообще широкая, нам нужна такая поуже. Вот ванны. Мы, наверное, такую, возможно, и возьмем сейчас, как у нас. Точь-точь-точь. Только у нас такая, знаете, облезлая. Вот в этом месте что-то непонятное делали. Там что-то непонятное. Она на дне какая-то уже страшненькая. Но это получше, да, чем акрил будет. Потому что акрил может и лопнуть на самом деле. Часто такие случаи бывают. 170. Да, 170. И 70, да? Но они все 70 в ширину. Настало время толчка. Для инсталляции нет. Инсталляция нам не нужна. Это сильно круто для этой квартиры. Все равно мы впоследствии будем продавать. Ну, поживем еще, может быть, энное количество лет. Но все равно в планах продавать. Нет, мы не собирались брать вот этот шкафчик. Мы собирались эту тумбу, раковину, вот это вот. А этот мы не планировали брать. Конечно, можно было бы его куда-нибудь впихнуть, было бы круто, потому что здесь можно было бы складывать даже полотенца всякие, там, чтобы не таскаться за ними, там, допустим. Присматриваем другие еще варианты, потому что в прошлый раз мы смотрели, это было когда? Да буквально это было когда, не знаю, февраль, надо вспомнить. В общем, ценник поднялся до такой степени, что комплект у нас выходил за 17 тысяч. Мы прям считали, я посмотрела, у меня сохраненные цены в телефоне. А сейчас он выходит за 22 тысячи. Допустим, тумбу подорожала на 1500, зеркало и все остальное. Нет, ну надо, знаешь, чтобы стояло. Вот так не получится вешать. У нас снизу трубы идут, это весь порожняк, все будет видно, ничего не спрячется. Это, наверное, самая популярная модель. Их здесь много. Вот она представлена. Ну, мне кажется, это она. Это логично, что как бы вот их куча, и вот он один стоит. Да. Да вообще нормально. Ну да, кстати. Как будто квартиру выбираем. Мне так сложно определиться. Это кошмар какой-то. Вот да. Это ты точно говоришь, что мы квартиру быстрее купили. Зеркало шкаф. Я тебя люблю, Глебас. Я тебя люблю. А Лейка к нему идет или нет? Вместе, да. Вот этот симпатичный, мне нравится. Обычный такой. Они все нормальные, в принципе. Где? Ну, это как у нас. Не. 1780. Это как у нас или нет, да? Я уже забыла кино с короны. Да. Ну, уже здесь хотя бы вот такое что-то, вот, я не знаю. Дилемма, нам все нравится. Мы не можем определиться. В принципе, цена у всех примерно одинаковая. Та, которую я изначально хотела, мне уже, в принципе, и не нравится. Вот этот нравится. Немного так комплект. Прикольный. Но прям вот чтобы вау, хочу взять, нет такого. Уже прям нравится этот комплект. Но меня смущает, что он такой СДСПшный весь. И разбухнет быстро, мне кажется, прям вот эти места. Мы все купили. Ой, это было так сложно. Сейчас осталось нам комплектующие докупить. Единственное, мы еще не купили полочку. Никакое зеркало взяли, а полочку не взяли. Ну, решили уже потом будем по ситуации. Ну, вот они, да, эти штуки, наверное. Я тебя люблю, Глеб. Короче, мы все купили. Осталось там только краску. Кстати, для вытяжки я там видела тоже такие штуки. У нас есть. Потом еще что-то нам, короче, надо докупать будет, но это мы уже по ходу будем докупать. Ну что, Леруа Мерлен для нас становится вторым домом, да, папа? Да. Иди с папой. Я поснимаю пацанов, потому что я вообще за сегодня вся мокрая.
Ой, тут сразу хорошо. Я не могу, дома ужасно душно, нужно срочно покупать кондиционер. Надень ему. Метровка. Что будешь смотреть сейчас везде по сторонам, Глеб? Ну я очки не взяла, Глеб. Какие игры могут быть без очков? Давай зато сейчас повыбираешь с нами все. То в прошлый раз ты все пропустил. Еще удивился, о, неужели вы унитаз купили, говорит такой. Я даже не заметил. Для труб какую-то изоляцию уже набрали. Короче, скоро начнется ремонт полным ходом уже. Так выглядит сейчас наша квартира. Как будто мамай прошелся. Все проверяли. У тумбы на дне немножко такие, как царапки есть, но ерунда. Это снизу ничего не будет видно. Здесь вроде все в порядке, я посмотрела. Я еще слепая, без очков, вообще ничего не вижу. Ваня с Глебом решили собрать тумбу с раковины. Начать уже. Глебка помогает, да, сынок? Ножки, что там у тебя? Давай, будешь сейчас папе помогать, будет у нас красота в ванной. Сейчас такой вот срачельник пока. Так, так как Ваня завтра уже начнет делать ремонт, пока я буду на работе, поэтому покажу до, скажем так, как было до. Никогда не показывала нашу ванну прям так близко, потому что она... Ну, не сказала бы, что она ужасная, она обычная, соцремонт, но все так вот тут как бы мне не очень нравится. Так, начнем. Здесь у нас стоит машинка стиральная. На ней всякие вот эти средства, гель для стирки. Сверху бойлер. Полотенцесушитель. Здесь мы свешиваем всякие наши тряпочки. Корзина для белья. Тут же у нас туалетная бумага стоит, порошок стиральный. Здесь вот видите, да, всякие вот тряпочки лежат, потому что вот эти вот батареи постоянно текут. Ну, как не текут, то есть у них конденсация собирается, и все там мокрое. Мы постоянно там тряпочки разные подкладываем. Вот там вот уже, знаете, все черное такое, тут счетчики. Унитаз, конечно, вообще ужасный. Крышка у нас там вот эта вот система сломалась, получается, где нажимаешь там вот эту кнопочку. И все, мы вот убрали крышку, и так вот пользуемся уже не знаю сколько, полгода, наверное, точно. Раковина. Раковина тоже ужасная. Ну как, она обычная, опять же, ну вот здесь все вот такое вот ходуном ходит. Ну это вот было такое вот от прошлых собственников, причем это как бы соцремонт изначально идет, но это, наверное, они сами тут все это вот делали, всякие тут уголочки страшные. В общем, опять же, здесь все течет. Когда там умываешься, мы там постоянно какие-то тряпки подкладывали. Опять же, вот видите, да, все черное такое, там в плесени. Ваня завтра будет все обрабатывать. Так, идем до ванны. Ванна вообще ужасная, потому что, ну, не знаю, что с ней делали. Вот, что-то, опять же, какие-то вот эти уголочки мутили. Я сколько тут пшикала от плесени этого средством, все равно все черное. Вот, ну вот опять же, вот эти вот непонятные уголочки. Смеситель страшненький. Вот это наша полка, ну, такая как бы временная, скажем так. Здесь вот это вот тоже было, но мы ей не пользуемся, потому что душ течет периодически. Ну просто вот знаете, она такая у нас как вместо вешалки. Опять же, вот здесь мы подкладываем тряпочку, иначе, когда мы моемся, вся вода стекает вниз в ванну, потому что выставлена неровная. И опять же, здесь вот такая вот страшилище. Ну и тут детская ванночка, там швабры всякие мои. Такая вот дырка у нас сейчас из-под вытяжки, потому что мы ее сняли, как-то даже запенивали, без нее жили. Там Ваня мутил на кухне систему свою вытяжки, вот видите, заклеил там вот то, что он просверливал. В общем, здесь что-то непонятное с вытяжкой, она как-то неправильно сделана. Получается, из нее зимой дует и порой пахнет от какой-то канализации, непонятно, короче, что-то мы ее заделывали, но я говорю, давай все-таки мы ее откроем, мы сделаем по-нормальному, ну, потому что здесь постоянно такая влажность стоит сильная. Вот так вот потихонечку все разгребаем, все зеркало старое снял, полки убрал, все пока на кухню перетащил. Сейчас буду демонтировать ванну, умывальник, унитаз, наверное, в последнюю очередь, пока до него руки не дойдут сегодня, это точно, наверное. Так что вот такие вот дела. Сейчас все это уберем и начнем все дырочки зашпаклевывать, грунтовать, подготавливать все к покраске. Пока Оля на работе,
Я тут поснимаю процесс. Вот и ванна уже стремится покинуть эту квартиру. Сейчас ее буду выволакивать. Не знаю только, как ее тут аккуратно просунуть в этот узкий проход. Короче, как-то будем. Вон там за ней все текло, вообще ужас. Там вода стоит. Все это сейчас будем очищать средствами специальными, обрабатывать. Перед тем, как все грунтовать. Раковина тоже уже снята. Стоит в подъезде. Осталось одно крепление снять. Сейчас его сниму. Буду все очищать, заделывать все отверстия лишние. Ну что, все отмыто. Высыхает, сушится, все, вся плесень обработана. Ну тут ее немного было, немножко черноты. Я бы сказал, что это даже плесень, застоявшаяся вода. Вот это теплоизоляция труб, или как она называется. Хочу, чтобы не было этого конденсата. Вот так вот я сейчас это все делаю. Грунтовочкой я все загрунтовал. Эти трубы я не стал заматывать теплоизоляцию, как те, так что это и будет переделываться все, они не нужны будут. Сделал старую вентиляцию, пока воткнул, чтобы проветривалось помещение, сохло. Вот так вот все загрунтовано пятнами, сейчас это все высохнет. И будем красить. Покрасил потолок в белый цвет, вот начал угол красить, с углов начну сначала углы прокрашу, а потом уже основные стены валиком, так будет проще. Опыт уже есть, покраски, зал красил. Я пришла с работы, а тут дома вообще капец полный творится. Там бойлер перевешивают, чтобы потом сушилку над машинкой поставить. Короче, с краской западня получилось вообще. Выбирали один цвет, а получился какой-то вообще темный, другой совершенно. Не знаю, неправильно, видать, колеровку сделали, как это называется. Вот уже какая красота в ванной, поглядите только. Мне что-то еще доделывать надо, там герметить все, раковину не подключили, что-то еще не знаю. Ну подтирать краску надо, там вот с вытяжкой доделать, вот этот провод подсоединить. А так уже основная часть всего готова. Так, хочу показать, как сейчас выглядит наша ванна. Еще, конечно, есть недоделки, но уже гораздо лучше. Получается, здесь полочка у нас, здесь повесили крючки для полотенец. Здесь как-то вот еще положила гребенные игрушки, не понимаю, как их лучше расположить пока. Здесь вот так вот Ваня спрятал трубы. Еще нужно все прогерметить, и я хочу все покрасить. А он говорит, лучше что белым оставить. Я вот не знаю. Вот видите, здесь тоже вот он запенил, но не прогерметил еще. Возле раковины то же самое. Я сейчас решила заняться покраской труб. Видите, краску достала. В общем, вот эти вот изолированные трубы я хочу покрасить в такой вот цвет. Видите, разбавили краску еще белым цветом, и более такой светлый тон получился. И Ваня хочет перекрасить заново в этот цвет. Но мне уже так нравится вот этот вот темный цвет, и я не хочу перекрашивать, мне прям безумно нравится. Еще там вытяжку надо доделать немного. И вот видите, наверху такие вот размазанные, там не знаю, как это назвать. Ну, как красил Ваня, надо, знаете, подкорректировать. То есть там или белым подкрасить, или, не знаю, или какой-то уголок приклеить. Ну, а в целом уже, в принципе, практически все готово. Мне очень нравится наша ванна. Я прям здесь себя безумно комфортно чувствую.